Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Вот наши производители голубой неон. Показываю вам их. Где-то примерно 2 недели назад они нерестились. И сегодня мы, конечно же, их попробуем опять отсадить на нерест. Я их в течение этой последней недели кормил в основном здесь живым кормом. Возможно, это им даст толчок для более хорошего нереста. То есть будет более качественная икра. Вот подготовил 6 нерестовиков. Ну там 5 пар точно есть. А шестую там найдем. У меня есть еще там отдельно самочки, отдельно самцы. Попробуем набрать 6 пар. И, конечно же, их посадим. Здесь чистый осмос. Примерно где-то 10 сантиметров уровень воды, может 12. И сейчас мы сюда посадим производ. Ну, а наши меченосцы продолжают жить в этом прекрасном аквариуме. Итак, друзья, смотрим, какие у нас пары получились. Значит, вот первый нерестовичок. Самочки такие достаточно крупненькие и толстенькие. Второй. Вот третья пришли, чтобы мы их показали, засняться. Вот четвертая пара. Так, вон там пятая пара. И вот шестая здесь. Ну все. Я их посадил в 2 часа дня. Думаю, что ночью должен произойти нерест. Ну, посмотрим. Ну что, друзья, прошла секунда. Вот так у меня выглядит нерестовая стойка, скажем так, да, для голубого неона. Я сегодня утром посмотреть туда не успел заглянуть, некогда было. Сейчас уже вечер. Вот видите, уже у меня в аквариуме с меченосцами уже свет горит. Сейчас мы это все разберем и посмотрим, что там у нас с икрой. Так, вот так я это все убираю. Обычные картонные коробки, потому что, вернее, картонные, ну, вот такие фанерки такие, да? Потому что если не накрыть, то неончик может выскочить. Лучше, конечно, это все накрыть. Ну, давайте будем смотреть. Сейчас я подсвечу. Так, первая пара. Там вижу вдалеке на дне есть икра. Так, здесь. Ну, подождите, может вот так лучше подсвечивать, чтобы было видно икру. О, вот так, наверное, получше видно, да? Есть тоже икра у вторых. У третьих икры немерено, но она какая-то белая много. Так, у этих тоже икра есть. У этих что у нас? У этих нету. Холостые они. Но самочка толстенькая, не знаю. Так, и у этих что? У этих тоже икра есть. И так из 6 пар у нас, получается, отнерестились 5. Сейчас я тех, кто отнерестился, уберу отсюда. И мы посмотрим, какая икра, более детально. Итак, посмотрим на икру поближе. Значит, вот здесь, в первом нерестовике, ну, здесь есть такая чуть побелевшая икра, но есть и хорошая. Но я думаю, что будет хорошо очень видно уже завтра. Сегодня она еще там, ну, хорошая вроде бы, а завтра может и побелеть. Ну, здесь в основном хорошая икра. Значит, в этом нерестовике тоже есть уже такая побелевшая, но есть и хорошая, но ее значительно меньше. Значит, вот здесь вперемешку и хорошая, и белая. Вот в этом в основном вся белая, там единичные икринки нормальные. И вот здесь 50 на 50. Есть уже побелевшая, но есть и прозрачная. Вот когда я вот так вот уберу, смотрите, видите, так видно белую в основном. А когда вот так ставлю, так видно и остальная икра. Ну, короче, 50 на 50. Но я думаю, что вот эту пару мы еще оставляем на одну ночь. Пускай они тоже попробуют отнереститься. Но с этой икрой уже более детально посмотрим на нее завтра. Я думаю, завтра к вечеру уже будет личинка, возможно. И будем видеть, что у нас с икрой с остальной, со всей. Итак, друзья, прошли еще одни сутки. Давайте мы заглянем с вами на икру, посмотрим и на наших производителей, которые остались.
Но я уже вижу, что они вот икру нам дали. Ну какая она? Сейчас мы это увидим. Я сейчас их отсюда пересажу. Я вижу, что она есть. Видите? Ну какая там, непонятно. И тогда мы на нее более детально глянем. И потом посмотрим по всем остальным нерестовикам, что у нас с икрой. Значит, друзья, что касается этой икры вот в этом нерестовике, в 5-м, да. Тоже там очень много неоплодотворенной. Но есть несколько десятков и хорошей икры. Ну тоже последим за этим процессом, когда появится здесь личинка. Итак, что касается выклева личинки. Значит, в первом нерестовике неоплодотворенная икра, но также есть там прозрачные икринки, они еще созревают. Видно, нерест был достаточно, отличался от тех, в которых были производители другие. Значит, вот, например, в этом вся икра пропавшая. Здесь нету ни одной хорошей икринки, ни одной личинки. Вот здесь в 3-м можно видеть, смотрите. Вот сейчас я пробую присветить. Ну вот, в правом углу здесь вот скопление личинки. Сейчас попробую приблизить. Вот смотрите, можно видеть, личинка двигается. Тоже там десятков 5 ее есть. Я так посмотрел по аквариуму. Но пока она будет находиться здесь, давайте посмотрим следующий. 4-й нерестовичок. Здесь тоже очень много неоплодотворенной икры белой. Ну, там есть пару личинок, я видел. Ну, это 5-й нерестовик. И в 6-м нерестовике у нас тоже есть немного хорошей икры. Совсем там десятка-полтора, наверное. Остальная вся неоплодотворенная. Но я думаю, что это все происходит из-за того, что самочки и самцы уже достаточно пожилого возраста, им уже больше 2 лет. Ну, как-то так. Ну, будем наблюдать. Завтра попробуем эту всю личинку переместить в один нерестовик, которая здесь есть, и посмотрим, сколько ее всего получилось. Итак, прошли вот еще сутки. Я личинку слил вот сюда, в этот аквариум. Сейчас я пробую вам сверху показать, может будет видно ее. Пробую ближе приблизить. Вот, я думаю, видно. Личинка перемещена сюда в нерестовичок. И вон она там на дне шевелится. Ну, сейчас немножко я аквариум постучу по нему, чтобы они более лучше возбудились. Но все равно, личинки там где-то около 100. Для того, чтобы не затягивать видео, короче, мы что сделаем? Мы этих личинок сейчас переведем на обычную воду, прокапаю, я прокапаю, да, с банки с обычной отстоянной водой. И поставим сюда фильтр, обогреватель, и пускай она развивается. Ну, а в следующих видео, для того, чтобы не затягивать, я вам покажу, если она выживет, какой получился у нас малек. Ну, а ровно через 10 дней мы возьмем наших производителей. Ну, чисто через 10 дней. Ровно 10 дней дадим им срока набрать икры. И опять их посадим на нерест. Думаю, может быть, что-то будет лучше. Все, друзья, смотрите видео, которые появились на экране. Надеюсь, они вам будут полезны и интересны. Всем удачи и добра. Пока.